Создавать свои игры — это, конечно, здорово, но можем ли мы на этом как-то заработать, тем более, когда только начинаем всем этим заниматься? Разработка своей игры в одиночку — дело хоть чертовски интересное, но очень небыстрое и может растянуться на годы, особенно учитывая количество нашего свободного времени. Есть ли вообще смысл за это браться, и сколько потребуется времени, чтобы наша игра начала приносить хоть что-то? В этом видео я хочу рассказать о том, сколько мне удалось заработать на одной единственной моей игре на платформе Яндекс.Игры за 3 месяца, и сколько времени мне потребовалось, чтобы получить первые деньги. Но кто вообще будет платить нам за нашу игру? Думаю, многие наслышаны о том, что игровая индустрия уже настолько развита, что в ней эти деньги крутятся в огромнейших объемах, а количество людей, играющих в игры, измеряется миллиардами. Вы скажете, что это только потому, что серьезные игры делают серьезные дядьки в серьезных компаниях, и что только работая по-крупному можно зарабатывать. И вы будете во многом правы. Более того, эти серьезные дядьки тратят огромные деньги и многие годы на разработку своих шедевров, а потом еще вкладывают очень серьезные деньги в их рекламу. Звучит пугающе, но наш мир не состоит лишь из черного и белого. Нашлось в нем место и для начинающих игроделов. Я слышал про Яндекс.Игры уже очень давно, в них играли мои племянники, но начал присматриваться к этой платформе лишь полгода назад. Судя по видео на ютубе, люди умудряются там зарабатывать как раз таки на простых, зачастую детских играх, которые можно сделать в одиночку и довольно быстро. Это мне подходит. Как и везде уже в этом мире, деньги платят рекламодатели, а разработчики, в чьих играх она показывается, получают за это вознаграждение. Однако на Яндекс.Играх кто-то зарабатывает за месяц 200 тысяч, а кто-то лишь несколько рублей, и, видимо, не все так просто. Но не попробуешь, не узнаешь, и я решил ради эксперимента быстренько сделать игру. Изучив платформу, я заметил, что всевозможные пасьянсы на ней имеют хорошие показатели, поэтому я решил сделать пасьянс. Гениально! Но имея за своими плечами лишь багаж в виде пары недоделанных игр, я потратил на это аж целый месяц. Это не точно. А потом еще целых 2 недели проходил модерацию, то им название не нравилось, то было непонятно, как и что в игре работает, а порой я сам где-то что-то намудрил. Да как так-то, а? Но в целом ничего сложного. В итоге игру опубликовали 19 января. Вот он мой нетленный шедевр под оригинальнейшим названием «Новый пасьянс». Ничего в нем суперсложного нет. Достаем из колоды карты, недоумеваем, почему какие-то карты на поле появляются сами по себе, и долго думаем, что делать, тыкая куда только можно. Это обязательная часть геймплея. После этого открываем таки правила игры и со словами «Ну, так бы сразу и сказали», начинаем карты между собой соединять. Пришлось даже добавить приветственное окно, которое сразу говорило игрокам, в чем суть игры. Ну давайте уже перейдем к самому интересному, к деньгам, и непосредственно к раскрытию темы, можно ли заработать на Яндекс.Играх. Как только игра появилась на платформе, деньги в личном кабинете действительно начали капать, и было очень сложно удержать себя от проверки баланса каждые 15 минут. И вот они, мои первые 11 рублей за первый вечер существования игры на Яндексе. Первую неделю игра находилась в разделе новинок, и доходы росли с каждым днем. Я уже готовился купаться в золоте, как Скрудж Макдак, но после выхода из новинок на меня свалилась суровая реальность. 40 рублей в день. Куриные дошираки вместо стейков. Причем так продолжалось почти месяц, и света в конце тоннеля совсем погрустнело. Это, конечно же, не заработок, и все мои труды не стоили того. А я ведь старался, придумывал идею, прорабатывал геймплей, выверял баланс, исправлял все замеченные недочеты. И тут я вспомнил, что наш мир — это суровое место, слабо похожее на сказку, и в нем ничего не бывает просто так. Я вспомнил, что разработчикам мобильных игр, чтобы зарабатывать свои миллионы, приходится тратить сотни тысяч на закупку рекламы. Поэтому пришло время рубрики «Эксперименты». Сотен тысяч у меня, конечно, не было, поэтому я закинул на рекламу оторванные от сердца 500 рублей. Продвижение с аппетитом скушало мои деньги за неделю, но зато доход от игры пополз вверх. Я стал закидывать по 500 рублей каждую неделю и довольно быстро вышел на доход в среднем 400 рублей в день, что в 10 раз больше, чем было до этого. Спустя 3 месяца с начала разработки игры я ощутил такие реальные деньги. Реальные, но не сильно напоминающие сотни тысяч. Эксперимент с продвижением продолжался, и за март месяц игра принесла мне аж 10 тысяч, но с учетом налогов на продвижение было потрачено 2400 рублей, да и доход самозанятого в 6% тоже надо вычесть, так что еще минус 600. Вроде бы уже неплохо, игра приносит половину минимальной зарплаты, но только вот меня стали терзать сомнения. Деньги на продвижение я трачу, а ежедневные доходы вот уже несколько недель держатся на уровне 400 рублей. Редкие всплески до 600 или 800 рублей не вселяли оптимизма, и я решил провести другой эксперимент. Перестать тратить деньги на рекламу и просто посмотреть, что будет. И тут совершенно неожиданно произошло торжественное ничего. Доход остался на том же уровне и даже иногда стал показывать более хорошие результаты. В итоге заработок за апрель в районе 13 тысяч, а затраты на рекламу были только первые 2 недели – 1200.
Игра в сумме за все это время принесла мне 27 тысяч рублей, что уже похоже на оплату моего месячного труда, но все еще довольно скромную. Вот вам и ответ. На Яндекс.Играх можно заработать, и даже всего лишь с одной игры. Причем это сможет сделать даже начинающий. Главное, чтобы у него было достаточно желания. Тут надо понимать, что показатели удержания моей игры получились довольно неплохие. В среднем время игры 35 минут и возвращаемость игроков 10-20% как на следующий день, так и на третий день, спустя неделю и даже спустя месяц. То есть в мой пасьянс люди играют не один раз и не по 5 минут. Благодаря этому и рейтинг у игры 75. Кстати, за время существования игры Яндекс.Игры успели отказаться от показателя общего количества игроков и ввести этот самый рейтинг, а недавно еще и начать считать его отдельно для стран СНГ и отдельно для всего остального мира. И вот тут-то выяснилось, что в остальном мире моя игра не особо-то людям и нравится. Но это не самое главное. Главное, как я понял, это все-таки именно количество игроков в совокупности с хорошими показателями удержания. Да ладно. У моей игры сейчас в среднем 450 игроков в день. И тут либо дальше пытаться этот показатель как-то увеличить, например, с помощью затрат на рекламу, либо увеличивать количество игр. Думаю, десяток хороших игр точно смогут приносить неплохой доход. Вот только следующая моя игра будет уже не настолько казуальная и не настолько на взрослую аудиторию. Кто меня давно смотрит, тот знает о моей любви к выживалкам. Даже мой дипломный проект на курсах по Unity был в этом жанре. Так что эксперименты на Яндекс.Играх продолжаются. И очень интересно будет узнать, как подобная игра себя там покажет. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои мнения в комментариях, а если у вас есть опыт заработка на Яндекс.Играх, то с удовольствием про него почитал бы там же. Продолжаем воплощать свои детские мечты в реальность. До встречи в следующих видео, всем пока!